Следующее сообщение. США введут вторичные санкции в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет сделки по Украине. Ставка вторичных пошлин будет 100% в случае отсутствия прогресса. Трамп недоволен позицией России по Украине. Координацией поставок оружия будет заниматься НАТО и поспред США при альянсе Уитакер. Делался полумер. А где обещанные 500% тариф? Ну как он ведет против основных покупателей нефти, газа? Ну, расчет на то, что они начнут Индии. отказываться. Расчет на это. Против Индии, против Китая. Индия до спецоперации покупала нефть не у России. То есть у нее есть рынки приобретения. Россия выпадет из рынка, значит, просто этой нефти не будет. Олег, почему 50 дней, как думаете, на сделку по Украине? Грэм проводил пресс-конференцию, я внимательно ее все просмотрел, и говорил о том, что мы даем возможность Трампу в руки большую дубину, которую он сможет... Да, я тоже смотрел это, да. Да. Слушайте, ну это ж чушь собачья. У Трампа сейчас полная возможность вводить тарифы, какие он хочет. Он играет на этих тарифах, как на пианино. Вводит, отменяет, снова Подождите, вводит. а вы не думаете, что вот это заявление, которое сейчас прозвучало, это означает, что в ближайшие 2 недели, а Конгресс США, насколько я понимаю, через 2 недели уходит на каникулы, вообще законопроект Грэма-Блюменталя не будет рассмотрен? Вот эта фраза о том, что мы даем Трампу возможность большую дубину, это неправда. У Трампа сейчас есть возможность вводить какие угодно тарифы против кого угодно. Вводить, отменять, приостанавливать. А этот закон забирает у Трампа возможность. Вот так, как он сейчас написан, последние редакции. Я понимаю вот эту внутриамериканскую борьбу, и она всегда была между Белым домом и Капитолием. Хорошо, вернусь к тому, что уже прозвучало. Поставки возобновляются или продолжаются. Координировать будет НАТО. Но, насколько я понимаю, оплачивать Евросоюз. Все это становится теперь делом президента Трампа? Думаю, что поток оружия не будет таким большим, как раньше. При Байдене. И при Байдене он был, мы с вами разговаривали, я говорил, что он не такой большой, как могли бы поставить Соединенные Штаты. В Соединенных Штатах сейчас громадное количество ракет, которые они должны списывать, и кассетных боеприпасов. 5 миллионов зарядов кассетных боеприпасов на списание. Могут отгрузить, я думаю, что не отгрузят. Не отгрузил ни Байден, не отгрузит ни Трамп. Они будут держать такую ситуацию, очень внимательно следя за тем, чтобы эскалация, в общем-то, была контролируема. Утечки о том, что якобы Соединенные Штаты дадут добро и поставят ракеты атакам с Storm Shadow, и будут удары переместятся на территорию России, будут бить этими ракетами в глубину российской территории. То есть, мне кажется, что ожидания от Трампа чего-то такого грандиозного, они несколько завышены. Все будет плохо, но не так плохо, как ожидалось. Я, конечно, как дотошный журналист не могу вам сказать, а плохо это что значит? Вот ваша фраза «будет плохо, но не так, как ожидалось». Плохо это что? Но война продолжается, люди гибнут, удары по тылам наносятся. В России наше руководство, получая доклады от генералов, рассчитывает, что кардинально к осени поменяется ситуация на фронте. И поэтому это была тоже одна из причин, почему мы, в общем-то, не шли на все, что нам там пытались выкрутить руки.